бабки есть? Ты кто? Ну, теперь, говорит, надо вот деньги нам платить. Нас будут доить. Начнется какая-то валивается окровавленное тело моего охранника. Вся страна — это одно большое экономическое преступление. Замысел, замысел, сделал его сам и сам целомерен. Игорь Владимирович, вы как-то обещали нам, что сделаете отдельный выпуск про 90-е. Мне кажется, что пришло время это сделать. Так как у нас много ребят смотрят нас, которые 90-е не застали или были там маленькими детьми, вот это действительно было похоже на фильмы там «Бригада» и «Бумер». У вас были ситуации, когда было прямо очень страшно, почти на волоске? Может быть, вы чувствовали, что сейчас вот все может и закончиться? Как-то я приехал скупать акции одного завода с чемоданчиком наличных. Я так гримировался, чтобы было почти что видно, что я почти что бомж с чемоданчиком, да, ну, чтобы никак не было ясно, что в этом чемоданчике лежит 200 тысяч долларов. Ну. И вот я приехал на завод вместе с директором, я убедил директора, нам повезло, что мы нашли с ним договоренность, что сырье, которое производит этот завод, мы будем поставлять на наш завод, и потому он нам разрешил скупать акции. Рабочие стали приходить, приносить свои паспорт, там, данные. Я сидел, переписывал акции, но в этот день не пришло много людей. Люди только получили информацию, у людей не было паспорта, и потому экспедиция задерживалась на второй день, и я очень волновался. Потому что люди получили бабки, они расскажут сейчас всем, начнется какая-то херня. И я это не просто предчувствовал, я это как бы даже знал. Этим вечером первого дня я уехал в гостиницу со своим охранником и строго-настрого предупредил своего охранника: тише воды, ниже травы, не высовываться, значит. Я сижу в своем номере, тихо затаившись, думаю, первый день принесло, готовлюсь внутренне ко второму дню, как раздается стук в мою комнату. Вот я открываю дверь, в мою дверь вваливается окровавленное тело моего охранника. Я выглядываю в коридор и вижу, от лифта идет вот эта дорожка, значит, крови, которая входит ко мне в комнату. И что бы я сейчас ни делал, все размечено, короче. Ну, прям вот есть вот полоса взлетная, заходи, вот. Здесь бабки, короче. А то, что его избили кто-то или что-то случилось. И он мне говорит: я пошел там по низу, а там корейцы, я с ними языками сцепился, в общем, они вот. Я говорю: они что-то про бабки спрашивали? Типа нет. Ты что-то про бабки говорил? Нет. Ну, я ему уже не верю. Я же ему сказал, утром, значит, я ему сказал: ну, я тебя увольняю, все, вали, ты мне больше не нужен. Ну, единственное, так сказал, условие такое, там, бабки какие-то я тебе дам, если ты сейчас пропадешь. И я приезжаю один на завод и быстро там скупаю какие-то акции, у меня там нотариус, значит, работает, оформляет, толпа народу, мне ее надо, ну, я вижу, что вот мы на 51% набираем уже это, но и вдруг секретарь говорит: там по вашу душу пришли. Я думаю, ну, у меня сердце уходит в пятки. Я выхожу из завода управления, открываю дверь и упираюсь в стену. В смысле стена? Какая стена? Там не было никогда стены, да? Просто черная. Я поднимаю глаза, там стоит огромный, там, 2,20, значит, дядя такой, шкаф. А меня такой: ты кто? Ну, я говорю: акции скупаю здесь. Он говорит: сейчас я тебе скуплю. Я понял, что все жопа. Он говорит: зови своих там. Я говорю: каких своих? Ну, этих, которые там тебя охраняют. Я говорю: я один. Он на несколько секунд такой завис, говорит: в смысле? Я говорю: я один скупаю тут по-бырому. Ладно, говорит, будь здесь, я сейчас отойду. И он пошел видимо, советоваться, потому что, ситуация была странная, стоит чувак тут. В общем, он ушел, а я понял, что мне надо валить, короче. Я выхожу, уже был как раз 51% акций, я говорю: так, нотариус отчехляю, значит, зачехляю все, что осталось, значит, и с обратных ворот, значит, уезжаю на вокзал. Сажусь в вагон, двери закрываются, такой поезд едет. Я выдыхаю. Вот так вот.
Ваши близкие знали вообще в 90-е, что с вами происходит, в каких передрягах вы периодически бываете, и было ли такое, что они вам как-то говорили, что, может быть, сынок, не стоит, мама, может быть, говорила, может быть, надо просто ходить наемным сотрудником и так не рисковать. Были какие-то такие разговоры? Отец у меня всегда относился к этому философски, ну, как будто бы он меня всегда поддерживал, вот, без слов. Это такая философия жизни. Мама другое. Мама всегда догадывалась, что происходят какие-то пограничные, ну, вот вещи такие очень рискованные и так далее. Но она делала поддержку. Она скорее так спрашивала про завод какой. Ее очень интересовал, какой там завод или что-то там бы следующее сделали. Это я бурно рассказывал, обходя вот эти вот темы. Она чувствовала, что все не так просто. У нас было и пару таких разговоров, и она только единственное там говорила: Игорь, ну там, береги себя, как это вот мама обычно говорят, вот так и говорила моя мама. У вас была вот та самая крыша, про которую все говорят? Ну, конечно, конечно. У нас была крыша, которая в любой момент могла нас придавить. То есть, грубо говоря, смотри, крыша что делала? Она увеличила проблемы предпринимателя и бизнесмена и таким образом доказывала свою, ну, необходимость. Однажды была такая ситуация, что моя крыша, видимо, узнала, значит, мою слабую точку. Ну, инсайд были. И они разыграли такую комбинацию, что именно в эту точку мне прилетел атака. Ну, вот, понимаешь, никто не знал, знали эту точку только те, кто меня охранял. То есть эти ребята, которые нас крышевали, они провоцировали, ну, ряд разборок, которые потом успешно преодолевали. И каждый раз надо было 20 баксов, там, 1000 баксов, там, 10, 20, там, 30, ну, то есть, типа, ну, мы же порешали, типа, все. Вот, и я понял однажды, что вот если мы дальше пойдем, то нас будут доить и по повышенной программе. Вот, и однажды, ну, я принял решение, очень сложное такое решение, что, ну, все. Я позвал человека, начальника своей охраны. Я знаю, говорю, что наша вот эта вот бригада, которая нами занимается, она, ну, пытается нами заняться, она, ну, такая, что если она получит, ну, жесткие границы, ну, большая вероятность, что они просто скажут: там есть гораздо большее количество, ну, таких слабых и податливых, и они туда уйдут. Вот. Я говорю: ты готов? Ну, так жестко, до конца, что называется. Он говорит: готов. Все, поэтому при очередном, так сказать, визите наших друзей, крышующих. И, кстати, бригадир был Дырыч. Как раз тот самый, о котором я… Вот такой шкаф. Вот. Я говорю: Дим, я говорю, верой и правдой, я говорю, вы служили нам. От всех невзгод защищали. Да. Ну, сейчас, говорю, времена изменились, мы сами. Потом были какая-то одна всего встреча, на которую, ну, я Сашу попросил подтяни, говорю, всех ребят. Ну, там, менты, охрана, вот все, ну, таких самых, кто брутальный. Просто подтяни, чтобы надо просто приехать на разборку и сделать театр. Вот эти крыши, они сколько брали денег с предпринимателя? Они брали процент, они брали какой-то фикс. Вот это как происходило? Когда всевозможные группировки начинали действовать, да, они были голодные, и им хватало, ну, буквально любые деньги. $100. $100. Все, чуть-чуть позже, там, 92-й, 93-й, ну, конечно, там уже пошли целые группировки. Ну, потому что пошли деления территорий. Чтобы макрорегион, например, Солнцево и запад Москвы, например, защищать, да, ну, от Люберецких там или от Долгопрудненских, да, ну, надо было объединиться. В общем, все те же вещи, как на рынках любых, да. Ну, ценник увеличился, там, 1000, там, 2, 3, 5, и понеслось. А за конкретные работы, так называемые, когда тебя отбивают от другого наезда, которые были, я сказал, спровоцированы, в общем-то. Все, там пошла уже цирк ду солей, я тебе говорю. Ну, ты представляешь, да, ты сидишь, у тебя большой бизнес, и вдруг на тебя огромный наезд какой-то там группировки, понимаешь, огромный, причем по всем фронтам. Более того, ты не… Повод
ну, нет повода, повод какой-то высосанный из пальца. И тут появлялась крыша. Не, мы, конечно, можем это все загасить, но это там, например, 100 косарей. А 100 косарей – это там, половина оборотных активов, это ну, обескравливание бизнеса. В общем, он достает деньги, туда это, волна схлынывает. Ждем следующую волну. Потому что, ну, в принципе, все, мы коровку приучили доиться, да? Поэтому бизнес крышевания превратился в поздних 90-х, ну, очень такую жесткую форму выдаивания денег с предпринимателей, раз, и стал становиться сам актором бизнес-предпринимательства. То есть крыши поняли, ну, особенно смекалистые там у них были, что, говорит, это их способ передела компании. То есть, в принципе, в таком состоянии коммерсанты соглашались на уступить долю предприятия или впустить в долю предприятия за ноль. Просто за то, чтобы их оставили в покое. Я не буду сейчас подробно об этом говорить. Дело в том, что до сих пор в России сохраняется такой бизнес. Условно бизнес. Да? Только занимается сейчас им уже не организованная преступность, а, ну, не знаю. Я не знаю, кто. И мы не знаем. И мы не знаем. А с какого масштаба бизнеса крышу он интересует? То есть это было как? Даже если у тебя палатка в переходе уже они приходят, или все-таки они тебя замечают попозже? Вас когда заметили? Это было в Выборге, когда мы купили там кусочек акций завода, который несет убытки, надо докладывать деньги, чтобы он вообще жил. Но в этот момент появились две группировки. Питерская и местная, Выборгская, которые сказали, раз вы купили акции этого завода, бабки платите. Ну, просто мы оказались первый раз, и мы не знали, что делать. Через 3 часа мы типа должны были явиться на Стрелку в местную гостиницу «Дружба». 2 пацана таких, 21 год, ну, юноши, там, парни, не знаю, идут по Выборгу. Я говорю, Серег, смотри. Серега читает. Управление там, УБЭП, там, управление по борьбе с экономической. И нам вот прям интуитивно, мы говорим, блин, где-то здесь есть точно экономические преступления. Либо это завод, который в убыток работает, и там просто свалка там этот завод. Либо вот эти вот бандиты, которые вот пытаются отдаить. Где-то здесь, короче, экономическое преступление. Мы тогда догадывались, что вся страна – это одно большое экономическое преступление. Вот этот погром, да, в России. Но мы ничего не знали, мы даже как называется это не знали. В общем, мы заходим. Прямо вот здесь на пороге стоят молодые пацаны. Такие уверенные в себе, знаешь, а мы шли в прострации, мы были очень такие, заходим, 2 додика такие. На нас вот бандиты наезжают. Они такие, о, бабки есть? Я говорю, $500 есть. Ну, это было там в 10 раз ниже, чем там мы получили предварительную информацию. Я говорю, есть. Все, он говорит, $500? Ладно. Окей. И он рассказывает свою историю. Короче, парни из Афгана, только что вот горячие, голодные, бабок нет, только что получили погоны и оружие. И задачу препятствовать, значит, организованной, экономической и разной другой преступности, так сказать, в городе Выборге и в округе. Все. Короче, через 3 часа мы сидим с Серегой на Стрелке, гостиница «Дружба». Вдруг сзади такая рука. Бум. Вот. Некто не старый, не молодой, но таких среднего возраста человек. Он говорит, я знаю, что вы завод купили. Ну, говорит, да, дыра там 20%. Все. Ну, теперь, говорит, надо вот деньги нам платить. Потому что мы в Выборге, ну, здесь такой вот закон. Ну, а я знаю, что там порт платит, гостиница «Дружба» платит, все платят. Я говорю, хорошо. Слушай, тут такое дело. Просто говорю, ты не первый, ну, ты второй. Я говорю, вы сами порешайте, кто из вас.
Он говорит, что вот? Я говорю, я зову. Серега подходит, Плахтин. Ну, я то-то, теперь это, короче, наша территория. Говорит, хорошо, я понял. И пошел. В общем, парни праздновали победу, что у них, ну, все, у них появился в Выборгском районе, ну, там, один из первых, ну, первый, буквально это был первый их объект, который они типа крышевые. Вот. Но так как мы были, получается, первыми клиентами этих ребят, ну, у нас был всегда очень низкий чек. И я сразу сказал Сереге Плахти, ну, мы были как бы даже такие, типа, приятели. Я говорю, Серег, вот никогда мы не будем повышать эту ставку. Вы, когда рассказываете эти истории, они всегда как-то раз-раз и заканчиваются хорошо. Многие-то из этих 90-х не вышли и не выжили. Да. Почему вам удалось выжить? На самом деле, каждый раз, когда заканчивался эпизод, была полная неопределенность, что будет дальше. Но каждый раз, делая любой эпизод, ну, интуитивно мы стремились сократить количество, ну, таких врагов, чтобы нашим, тем, кто хочет нас атаковать, было невыгодно нас атаковать, ну, чтобы добыча потенциальная, максимальная, да, была сильно меньше, чем издержки, которые та сторона обретет. Это раз. Второе. Мы везде сеяли, ну, такие, скажем так, партнерские сети и заплетали вот эту, ну, силу слабых связей. Мы искали людей, ну, которые близки по ценностному коду с нами и выстраивали с ними, ну, отношения. То есть как бы в Выборге, в частности, так получилось, в Рыбинске так получилось, в Учелах так получилось. Да. Ну и третье, следующее. Мы были настолько уверены в своей правоте, ну, правоте созидателей. Называется, мы ведали, что, ну, наше дело вот, ну, правое. Я постоянно тренировал, каким мне надо быть, чтобы произошло то, что выгодно мне. Я не искал ответа на вопрос, что делать, кому дать взятку, кого напыжить, с кем что делать. Нет, я всегда думал так, каким мне надо быть, чтобы, ну, обстоятельства и я сложились в то, чтобы замысел случился. У вас были друзья, знакомые, кто так легко не вышел? Может быть, даже кто-то погиб. Есть такие истории? Там, в Ульяновске директора застрелили. Ну, вот до нас на этом заводе. Почему? Ну, пришел какой-то недовольный рабочий тем, что зарплата и так далее, и, ну, там, зарезал директора. В Выборге на этом заводе, о котором я рассказывал, там одного, как минимум, предыдущего директора нашли в битумной турбе. Он там погиб, его туда просто скинули. Очень было мне неприятно, когда, прям больно, когда про Серегу Плахти я получил. Это Выборгский наш. Ну, то есть это, афганец. Да. Его убили. Вот все-таки разборки привели, ну, разборки и разные вот эти столкновения привели к тому, что, ну, на волне разборок, значит, однажды состоялась разборка с оружием. Вот ее пристрелили. Ну, прям больно. Потому что, знаешь, когда, ну, ты понимаешь, что вот оно все, смерть ходит рядом. Жизнь, ну, такая хрупкая. Вы наверняка знаете, что 90-е сейчас – это такой предмет споров. Там есть два лагеря людей. Одни говорят, это время, когда люди становились тем, кем они становились. То есть это время возможностей. Вторая версия – это пугалка такая, лихие 90-е, беспредел, бандиты. Вам что ближе? Для вас 90-е – это что за время? Ну, для меня 90-е, я был молодой, очень молодой. Хотелось секса, девчонок, успеха, удачи, ну, какой-то самореализации. Ну, это просто совпало. Моя молодость, мое становление совпало с тем периодом. Поэтому 90-е для меня не отделены от меня. Нам бы почаще 90-е для России сейчас. 90-е не в смысле криминала или чего-то, а 90-е в смысле того, что нам надо менять устаревшие правила, устаревшие догмы, которые, ну, нас душат, гасят. Вот. Тогда были, ну, когда все сломалось, появилась мощнейшая возможность, видимо, провести правила, которые до этого не могли возникнуть.
Таким образом проявили себя огромное количество людей, вот как я, как Серега Колесников, вот мой партнер. Вот что для меня 90-е. Мой замысел, это есть замысел. Я имею замысел, это мой замысел. Я это мой замысел, мерен мой замысел. Мой хайвей, это замысел.